Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Reuters бьет тревогу. Конкурентоспособность американского СПГ оказалась под угрозой. Несколько американских производителей СПГ активно ведут переговоры с партнерами о повышении цен в результате роста затрат на строительство, рабочую силу и кредиты. Александр, как может так получиться, что самый дешевый и демократичный газ может подорожать? Причем тут конкурентоспособность, если американский СПГ давно захватил всю Европу? Да, здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим об этой веселой теме. В оригинале статьи прям вот, знаете, я когда увидел эту просто новость, я думаю, так, это, наверное, вот об этом. Открыл оригинал, и оказалось, да, об этом. Вот мы сейчас с вами поговорим об этом. А именно, о плате за сжижение, то есть что это за цены. Я уверен, что большая часть нашей аудитории уже все прекрасно понимает и про торговлю с сжиженным природным газом вообще, и про торговлю с сжиженным природным газом, который производится в Соединенных Штатах в частности. Но для той малой части аудитории, которая только что к нам подключилась, во-первых, подпишитесь на канал, а во-вторых, поясню. Американские производители не продают газ. Вот ужас ситуации, наверное, для кого-то, в том, что американские производители сжиженного природного газа его не продают. Парадокс, казалось бы. Но даже так, не экспортируют, хотя вы, разумеется, увидите, открыв данные Управления энергетической информации при Минэнерго США, вы увидите в сообщениях практически всех аналитиков экспорт из Соединенных Штатов. Это может вызвать некоторый диссонанс, но тут поясню. В Соединенных Штатах есть три разные, не связанные практически в большинстве случаев друг с другом сущности. Первое – компании, которые добывают газ. Второе – компании, которые сжижают газ. И третье – компании, которые экспортируют этот газ. Если подойти строго формально, то в момент, когда с завода сжиженный природный газ загружен в судно, произошел экспорт. С точки зрения американского вот этого управления энергетической информации, вот в этой точке экспорт. Дальше, разумеется, вы куда-то этот газ везете, и мы можем даже у них в статистике обнаружить, что газ повезли в Германию, в Соединенные Штаты, в Мексику, там, газ повезли в Бразилию, в Китай, в общем, любую страну назовите, которая импортирует сжиженный природный газ, и вот туда, скорее всего, какие-то объемы поступят. Правда, в Мексику газ поступает из Соединенных Штатов по трубе, но это, ладно, это не важно, эта сущность тоже попадает в перечень экспортных направлений. Ну, казалось бы, какая разница? Вот я сейчас это вот рассказал, что это меняет в этой всей картине. Еще раз. Производители сжиженного природного газа, а точнее компании, которые занимаются сжижением этого самого природного газа, этот самый природный газ никуда, как правило, за очень-очень редким исключением, которое настолько мало, что его можно вынести за скобки, и я, знаете, сам себе разрешил это сейчас сделать, вот вынести за скобки. Поэтому, если вдруг кто-то хочет там привести какие-то примеры, я готов их рассмотреть, но учитывая, что они особо не меняют статистику, знаете, вот за скобки вынесли и забыли о них. Так вот, эти компании газ никуда не везут. Заводы, которые производят сжиженный природный газ, загружают газ на кораблики, на метановозы. И эти метановозы, принадлежащие кому-то там или зафрахтованные кем-то там, например, какими-нибудь китайскими, корейскими, японскими, европейскими компаниями, везут газ, кстати, совершенно не обязательно в Китай, Южную Корею, Европу и Японию. Вот. Они могут повезти в какое-нибудь другое направление, где сейчас за этот газ больше платят. Но в таком случае о каких ценах идет речь? Ведь когда, извините, опять же, вдруг я ошибаюсь, и наша широкая аудитория все прекрасно поняла сразу, когда Максим зачитал подводку вот к этой беседе, но, как мне представляется, наша широкая аудитория и некоторые лидеры общественного мнения, когда слышат выражение «цены на газ» американский, они представляют себе конечную цену. То есть, ну и хотя бы ту цену оптовую, по которой некий крупный получатель этот газ будет забирать. Но нет,
Речь идет о другом. Самое смешное, что хотя в статье Reuters действительно упоминаются цены, 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 и много раз повторяется слово цены, но начинается эта статья, знаете, у них традиционно с там 2-3 тезисов ключевых. И вот первый же тезис подтвердил мои подозрения, которые у меня возникли, когда я прочитал короткую новость, написанную на основе этой статьи, там довольно большая статья этого самого Reuters. Так вот, они просят пересмотреть плату за сжижение. Они не просят пересмотреть цены. Ну, по крайней мере, если мы под ценами имеем в виду цену конечной продукции, которая получается на выходе, то есть цену сжиженного природного газа. Нет, заводики просят, точнее, владельцы этих заводов, над заводиками давайте звездочку поставим небольшую, и потом чуть-чуть позже к этой звездочке вернемся. Так вот, владельцы заводов просят пересмотреть плату за сжижение. Как утверждает Reuters, мы не можем сказать, что это так и есть, но вот Reuters утверждает, что увеличить плату они просят с $2,25 за миллион британских термических единиц до $4 за миллион британских термических единиц. Уже чувствую вопрос, сколько, что это за единицы измерения, давайте поясню. С $80 за 1000 кубических метров до примерно $140 за 1000 кубических метров. Для понимания масштабов, сейчас, вот когда мы записываем это видео, в середине марта 2025 года, на Генри Хабе, это крупнейшая биржа в Соединенных Штатах, биржевые котировки газа поднялись до отметок чуть выше $140 за 1000 кубических метров. Вообще они в течение года колеблются в очень широком диапазоне. Они могут подниматься... Ладно, мы не будем брать пограничные значения, которые были в ходе острой фазы мирового энергетического кризиса, но, в принципе, эти котировки могут меняться в диапазоне от $50 до $150. Могут иногда подниматься до 200 и даже 250. В отдельных аномальных ситуациях биржевые котировки эти поднимались до таких высот, которые ни в сказке сказать, ни пером описать, и мы об этом говорить не будем. А теперь возвращаемся к звездочке, которую мы повесили над этими самыми заводами. Тут у меня возникло еще одно подозрение, когда я читал новости, и оно подтвердилось. Речь идет не о действующих заводах, а о строящихся. То есть о тех заводах, которые только собираются вводить в эксплуатацию. Это к вопросу о приближающемся возможном перепроизводстве СПГ, потому что сейчас американские заводы как войдут, новые будут введены в эксплуатацию, как зальют весь мир сжиженным природным газом, как рухнут цены, как хватит этого газа всем, включая Европу. Но тут, понимаете, компании, которым эти заводы будущие, строящиеся, принадлежат, они говорят: ребят, дорогие наши партнеры, которые будут у нас газочек брать, давайте мы, пожалуйста, повысим вот эту вот составляющую, которая для нас является ключевой, а именно плату за сжижение. Собственно говоря, завод в Соединенных Штатах живет на тонкой струйке денег, которую он получает за сжижение газа. Как тонкая струйка? Многомиллиардная, если брать достаточно продолжительный период времени. Но, значит, вот это единственная, по сути, статья дохода этого завода, который стоит в Соединенных Штатах, который сгружает вам СПГ в судно, которое вам либо принадлежит, либо вами зафрахтовано, и вы куда-то потом с этим судном направляетесь. Завод вообще не отвечает за то, куда вы с этим газом дальше едете. Его дело сжижить и отдать вам все. На этом его полномочия заканчиваются. На этом, в принципе, технически заканчивается американский экспорт сжиженного природного газа. Хотя, еще раз, в статистике, разумеется, они отражают, что вот такие-то объемы туда-то, такие-то объемы сюда-то. В конце концов, службы, которые следят за тем, куда какое судно пошло, они свой хлеб не зря едят, и поэтому вот эти данные имеют место. Так вот, как выглядят контракты между некими компаниями и вот этими заводами? К кому, собственно говоря, обращаются владельцы будущих заводов, которые вот-вот зальют весь мир сжиженным природным газом? Я, кстати, практически не иронизирую, потому что, если единомоментно те объемы, которые запланированы, будут вброшены, да, действительно, короткий кризис перепроизводства вполне возможен. Мы уже, по-моему,
года полтора на этом канале об этом периодически упоминаем, но, видимо, эта нехитрая мысль дошла и до некоторых господ за рубежом, и они тоже такие: мама родная, а зачем мы сейчас будем вводить в эксплуатацию наше предприятие, а зачем мы сейчас будем вот в эту всю историю вписываться, если ну, как бы мы рискуем на первом этапе просто деньги терять. И завершая эту мысль, я завершу этот рассказ я следующей мыслью. Заметьте, $140 за 1000 кубов – это затрата на сжижение. $140 примерно – это цена газа, которую вы берете, условно говоря, оптом на внутреннем американском рынке. Это без платы за доставку, но его еще нужно доставить. Соответственно, транспортные расходы надо будет оплатить. Это без потерь при сжижении, которые неизбежно будут. Это 10-15%. То есть вы взяли за $140 газ, от этой суммы, вот, от $140, вы сразу выбросите 10%, то есть $14 выкиньте, все, вы их потеряли, их нету. Ну вот, и оставшиеся вот это вы еще должны $140 заплатить за сжижение, вы должны потом заплатить за доставку газа уже не по трубе до заводика, а морем. Потом заплатить за регазификацию, там, за хранение, может, надо будет заплатить. В общем, при таких раскладах себестоимость газа, произведенного в Соединенных Штатах, может быть, ну, мягко скажем, великовато для тех представлений о прекрасном, которые бытуют на европейском рынке, что вот $250 – это прям норм, это прям хорошо. Вот. И в этом плане, когда говорят: ой, американский газ дороже, любой СПГ будет дороже. Ну, там есть небольшая надбавка, опять же, потому что уровень расходов на производство этого газа выше. Хотя прибыль от его реализации может быть либо такой же, как при транспортировке по трубе, либо меньше, чем при транспортировке по трубе. Ну, условно говоря, если вы по трубе можете за $240 получить газ, хорошо, по $300 получить газ, а тут можете за 350 получить газ, то вы почешете в затылке и, наверное, выберете по $300. Хотя, опять же, уровень прибыли и в трубе, и вот в СПГ может быть либо одинаков, либо в пользу трубы. Но вы, как конечный покупатель, скажете: ой-ой-ой, что-то как-то вы интересные тут вещи предлагаете. При том, что да, ценообразование завязано на биржу в Европе. И сейчас, конечно, биржевые котировки такие, что вот эта себестоимость, она нормальна. Можно на $140 согласиться. Но мысль о том, что может быть кризис перепроизводства, она не только наши светлые головы посещает. Она, в общем, начинает, потихонечку так упоминаться и в крупных мировых СМИ. Она начинает упоминаться в различной аналитике, что, ребят, есть угроза такая, вот есть такая угроза. И вот глядя на эту угрозу, переговорный процесс, точнее, глядя на эту угрозу, компания, которая подписывает контракт с американским заводиком, будет дольше чесать в затылке, думать: а так ли мне нужен этот газ? А надо ли мне как-то вот идти навстречу, надо ли соглашаться? Ну и, собственно говоря, вот сейчас мы с вами очень широкими мазками обрисовали, а в чем проблема-то с ростом поставок СПГ из Соединенных Штатов. Это не единственный аспект, но это аспект важный, который мы неоднократно, вскользь упоминали, но вот тут вот есть замечательная новость, которая позволила нам чуть углубиться в такого рода переговоры и в эту составляющую, которая является ключевой для любого американского завода, с которой он и живет. Не с цены газа, которую вы видите в Европе, а вот с этой платы за сжижение. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», мой персональный, подпишитесь, если можно. Я думаю, вам это несложно сделать. И на телеграм-канал «Инфотек». На сегодня все. Всего хорошего.